В комментариях под предыдущим роликом меня неиронично пытались упрекнуть в том, что я доходчиво не объяснил людям, как именно нужно и в целом можно забрать хайлайтовскую карточку Люка Шоу. Ну, знаете, это та самая карточка, которую можно получить за прохождение квиза. Видите ли, я не углубился в вопрос поподробнее и не назвал вам правильный вариант ответа. Но, если честно, а нужна ли вам эта карточка, которая не факт, что будет прям заметно сильнее той же версии за ГП? В любом случае, сегодня предлагаю поговорить о карточке, которая будет намного и намного сильнее, нежели карточка Люка Шоу. Речь, конечно же, про Showtime карточку Пьера-Эмерика Обамеянга, которую точно так же, как и карточку Иска, по итогам обнуления фазы в дивизионах. И сегодня вкратце обсудим, как именно ее можно забрать. Если кто-то до сих пор этого не понимает, изменились ли условия для того, чтобы забрать эту карточку. Ну и раз уж мы все здесь с вами собрались, также вкратце посмотрим на цифры этого Обамеянга и постараемся вынести вердикт. Стоит ли эта карточка того, чтобы наигрывать матчи в дивизионах ради нее? А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Итак, если по каким-то причинам вы не забрали карточку Иска или банально живете в бункере и до сих пор не знаете или банально не понимаете, то с релизом eFootball 2026 за матчи дивизионов по итогам завершения и обнуления фазы мы сможем забрать шоутаймовские карточки. А именно по итогу завершения фазы вам нужно попасть в определенный топ игроков, после чего вы и сможете забрать того или иного игрока. В прошлой фазе это был Иска. И если вы выполнили условия, а именно попали в определенный топ на определенной платформе, то уже, скорее всего, его забрали. Также дела обстоят и с новой карточкой Обамеянга. И по сути, условия для того, чтобы забрать эту версию, никак не изменились. Точно так же, как и в предыдущий раз на консолях и ПК, вам необходимо попасть в топ 100 тысяч игроков в дивизионах, то есть выше 100 тысяч игроков, и вы пролетаете мимо шоутаймовской карточки. Тогда как ниже, там, топ 90 тысяч, топ 80 тысяч игроков, и вы гарантированно эту карточку получаете. Однако, если вы пытались, но по каким-то причинам все-таки не смогли попасть в этот топ, то вам также достанется еще одна карточка. Также карточка Обамеянга, только это не Showtime, а хайлайтовская версия, которая получит чуть меньше уровней и которая будет меньше по рейтингу, без отличительного навыка и без бустов. Это для игроков, которые в топ 100 тысяч на ПК и консолях не попали. Тогда как на мобильных устройствах для получения этой же карточки, именно Showtime версии, вам необходимо попасть в топ-1 игроков. То есть разброс на мобильных устройствах намного и намного больше. Как мне кажется, и шансов тоже чуть больше. Несмотря на то, что на мобилках игроков ощутимо больше, нежели на ПК или консолях. Но что из себя представляет карточка Обамеянга и стоит ли ради нее играть матчи дивизионов, особенно если вы подобным не занимаетесь и ограничиваетесь прохождением каких-нибудь ивентов, матчей 3 на 3 или просто играете в комнатах со своими друзьями. Представлен Обамеянг как центральный нападающий с распространенным стилем охотник за голами. Его отличительный навык это Acceleration Burst, то есть взрывное ускорение. И давайте же посмотрим, подкрепляется ли этот навык соответствующими цифрами. А именно, скорость и ускорение у него 94 и 96 пунктов соответственно. То есть, несмотря на свой, уже заметный возраст, Обамеянг все еще бегает. При этом в техничности, может быть, он и потерял со времен Боруссии и серии PES, но все-таки прям заметно хуже, наверное, также не стал. То есть, контроль и дриблинг у него переваливают за 80 пунктов. Контроль ровно 80. Достаточно высокие цифры умения атаковать и, в принципе, неплохая реализация. Разве что сила удара слабенькая, но думаю, что работоспособность и в целом скорость при нынешнем геймплее этой модельки этот момент может компенсировать. Слабые моменты этой модельки это, конечно же, игра на втором этаже, потому что рост Обамеянга почти дотягивает до 190 сантиметров, и даже какая-никакая прыгучесть у него все-таки есть. Но цифры игры головой никакущие, поэтому максимум пободаться, попытаться выиграть верховую борьбу, но никак не замыкать в чужой штрафной.
Ну и, конечно же, пасы. Это распространенная тема для всех охотников за голами. Бывают некоторые исключения, но зачастую цифры пасов у них ни к черту. В навыках мы у него также наблюдаем дальние подкрутки, удары с подтечкой, удар подъемом, удар наклевом и удар без подработки. И по итогу получаем достаточно бегающего нападающего с высокими цифрами умения атаковать и далеко не самой плохой реализацией. Я думаю, что для тех же самых фри-то-плейных составов это очень даже хороший подгон, чем-то даже напоминающий того же самого Фернандо Торреса. И поэтому, если испанца из пака с сокровищами вы не выловили, то в принципе Абамеянг будет неплохой альтернативой, а может быть в каких-то аспектах даже и получше. В общем-то, вот такой вот у нас положняк по шоутаймовской карточке Абамеянга. Ваше мнение касаемо представленных цифр буду ждать в комментариях под этим роликом. В целом, будете ли вы наигрывать матчи в дивизионах ради нее, или же просто будете плыть по течению, а там как получится. Обо всем этом и не только пишите в комментариях под этим роликом, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!